Всем привет! В этом видео расскажу об анализе теплообмена в моей квартире, который я провел в SolidWorks. Этот проект я решил сделать, поскольку в нашей квартире становилось холодно, когда температура опускалась ниже 12 градусов по Цельсию. Для отопления мы включали кондиционер. Когда кондиционер работал, в гостиной становилось жарко, а в остальных комнатах было значительно холоднее, поэтому в них было не очень приятно находиться. Я решил смоделировать тепловые потоки в квартире для того, чтобы понять, как помочь этим потокам попасть в остальные комнаты и, соответственно, нагреть их. И сейчас я покажу вам результаты моей первой симуляции. Вот моя симуляция, а в ней кондиционер. Из кондиционера выходит горячий воздух при температуре 25 градусов, распространяясь по гостиной. Здесь у меня горячий воздух поворачивает в сторону, ударяется в стены и сталкивается с холодным воздухом, выходящих из других комнат. В гостиной у меня сейчас температура около 16-16,5 градусов. Средняя температура. В некоторых зонах почти достигает 17 градусов. В общем, температура не слишком комфортная. Здесь у меня большая турбулентность из-за того, что потоки выходят из других комнат и сталкиваются с основным горячим потоком, закручиваясь большой турбулентный вихрь, охлаждающий воздух. Этот поток здесь ударяется об стену и возвращается обратно к кондиционеру, охлаждая там горячий воздух, выходящий из него. А также этот поток проходит в другие комнаты. Потоки, выходящие из гостиной, у меня здесь заходят в холл, вот в это вот помещение, в котором некоторая их часть закручивается. Те потоки, которые остаются в холле, сильнее охлаждаются. Охлаждаются они до 16 градусов и чуть ниже. Также часть воздуха у меня выходит в туалет. Из-за того, что у меня здесь имеется открытая дверь, потоки воздуха протекают в туалет. Это он. Также у меня в симуляции присутствует детская комната. Это детская комната, в которую уже охладившийся воздух, вот здесь ударяясь, заходит. А также в ней воздух проходит из другого потока, выходящего с этой стороны гостиной. Здесь воздух пока идет, охлаждается, достигая 16 градусов. И уже этот не очень горячий воздух, при температуре 16 градусов, попадает в нашу детскую комнату, где обычно холодно, когда температура опускается ниже 12. По симуляции тоже видно, что здесь температура опускается аж до 13 градусов. При такой температуре уже очень некомфортно находиться в комнате. А в других местах на полу, где воздух движется очень медленно, опускается аж до 10 градусов, а то и ниже. Вот воздух здесь входит, идет по потолку и спускается по стенам, охлаждаясь аж до 10 градусов. А здесь выходит холодный поток, возвращаясь обратно в гостиную. Здесь в гостиной он проходит и ударяется вот здесь о диван. Далее он поднимается и здесь чуть-чуть нагревается, становясь температурой 16 градусов. А далее охлаждает основной поток воздуха, так как происходит охлаждение в этой части. В основном охлаждение происходит от этого потока снизу, а также от стены и окон. Вот эта же часть воздуха проходит вот сюда и здесь в холле закручивается с этой стороны, охлаждаясь. И некоторые часть выходят в комнату моих родителей. Здесь воздух проходит по потолку, потому что он теплый и поднимается вверх. Дальше он доходит до стен, начинает охлаждаться и опускается. И вот уже воздух температурой 13 градусов опускается ниже и становится температурой 10 градусов. И вот эти два потока, которые 13 градусов и 10, выходят отсюда. Здесь поток температуры 13 градусов сталкивается с потоком, выходящим из гостиной, а второй поток проходит в гостиную, охлаждая вот эту турбулентность. Также у меня в симуляции присутствует кухня. Это моя кухня, и сюда входит совсем небольшая часть теплого воздуха. Здесь поток проходит, охлаждается. Здесь он уже достаточно холодный. А дальше он становится температурой опять 13 градусов и ниже. В общем, выходит с кухни холодный поток температурой 10 градусов. Также у меня в кухне присутствует хозяйственное помещение, в которое потоки почти не попадают, потому что они с этой стороны ударяются об стенку
и обходят его, а с этой стороны они вообще не попадают туда. Это моя первая симуляция. В ней еще недостаточно комфортно в остальных комнатах, кроме гостиной. Вот вид сверху на картину потоков в этой симуляции. А также температура стен в ней. Это я сделал для того, чтобы понять, как влияет температура стен на температуру воздуха в квартире. Далее я создал еще одну симуляцию, поскольку я вспомнил, что на ночь мы обычно закрываем кухню и прикрываем туалет, чтобы теплый воздух легче попадал в остальные комнаты. Вот эта симуляция. Сейчас я проведу краткий обзор потоков в моей квартире, так как в прошлой симуляции я это сделал с особым вниманием. Позднее будет вставка в видео, где вы сможете детально их рассмотреть. В гостиной у меня стало значительно теплее. Температура уже поднялась ближе к 17 градусам, потому что теплый воздух у нас не выходит на кухню. Здесь у меня стоит тонкая дверь из стекла. Это вот эта дверь, как вы видите, по большей части она из стекла. И от нее у меня тоже происходит конвекция. Воздух также немного охлаждается. Также смотрю немного помещения, которое предшествует у нас туалету. Теперь гораздо меньше воздуха попадает в туалет. Основная часть воздуха удаляется в дверь и остается в этом помещении. Некоторая же ее часть попадает в детскую комнату, и некоторая часть потока попадает в комнату моих родителей. В SolidWorks также для того, чтобы создать симуляцию, нужно указать вход воздуха и выход воздуха. Поэтому я установил в туалете выход воздуха, иначе симуляцию невозможно будет просто запустить. Будет выдаваться простейшая ошибка, и она не будет работать. Вот здесь как раз у меня имеется выход через туалет, поэтому полностью дверь в туалет я закрыть никак не могу. В это время вход воздуха у меня установлен через кондиционер. Воздух ходит через кондиционер, крутится по квартире и выходит через туалет. Вот вид сверху на картину потоков в этой симуляции и в моей прошлой. А также температура стен. По результатам этой симуляции я сделал вывод, что в моей квартире все еще некомфортно находиться. Для значения комфортной температуры я взял диапазон от 21 до 23 градусов. Это мои выводы по поводу комфортной температуры, так как у каждого это значение может отличаться. Но здесь, как вы видите, этот порог не достигается. Поэтому эту симуляцию можно считать промежуточным результатом. Здесь еще недостаточно тепло. Переходим к симуляции 3. В симуляции 3 я вспомнил, что у меня же есть еще и два компьютера. Компьютеры могут считаться как нагревательные приборы. Мощность каждого компьютера с минимальной нагрузкой 100 Вт. Поэтому в следующей симуляции я их добавил. В моем случае у меня есть процессор, который выделяет около 140 Вт в максимальной нагрузке. И видеокарта, которая выделяет 320 Вт. Здесь я показал самые горячие элементы в компьютере, мощность которых в сумме может равняться 460 Вт. Но обычно полностью вместе эти два элемента не используются. В играх используется в основном видеокарта, а в других задачах они чередуются. Кстати, хотел бы обратить ваше внимание на то, что 100 Вт для компьютера это совсем немного. Такую мощность может выдавать обычная лампочка накаливания. Поэтому, если я добавлю компьютер в нашу симуляцию, изменение будет, скорее всего, минимальное. Вот эта симуляция. Один из компьютеров у меня находится в комнате моих родителей, а второй я установил в гостиной. Вот здесь. Они у меня нагревают воздух. Посмотрим теперь на потоки. Температура в гостиной у нас немного поднялась. Стало чуть потеплее. Температура в основной части гостиной сейчас около 18 градусов. Есть, конечно, зоны, где температура пока что держится возле 16, но их уже стало меньше. Теперь посмотрим ситуацию с температурой воздушных потоков возле одного из наших компьютеров в комнате моих родителей. Вот он, воздух до него доходит и нагревается здесь до 20 и более градусов. Но чрезвычайно быстро он у нас остывает, становясь температурой около 16 градусов. Поэтому одни компьютеры ситуацию не улучшили. Вот вид сверху на потоки в наших симуляциях для сравнения. А вот температура стен. Далее я создал еще одну симуляцию, в которой я изменил стеклопакеты, стоящие у меня в окнах. Сейчас у меня в окнах стоит литой стеклопакет. Стоит один брусок толщиной со стеклопакет и с его теплопроводностью. Опущу плоскость сечения чуть ниже, чтобы было лучше видно, что у нас происходит в квартире.
Здесь у меня стоит вот такой прямоугольник, который заменяет стеклопакет. С помощью этой модели я объясню вам разницу между упрощенной моделью из одного стекла и сложной моделью из двух стекол, которая работает как стеклопакет. Здесь у меня имеется модель вот такого вот стеклопакета, которую я разделю, скрою часть, которая мне нужна, верхнюю часть. Вот так. Как видите, у меня здесь имеется одно стекло и второе стекло. Вот здесь. Между ними в симуляции будет находиться прослойка воздуха, не позволяющая холоду попадать внутрь и теплому воздуху выходить наружу. Это происходит, поскольку воздух это хороший теплоизолятор. Между стеклами как бы находится такое одеяло из воздуха. За счет этого не происходит такого теплообмена. Так работают стеклопакеты. А сейчас покажу вариант, который я использовал в симуляции моей квартиры до сих пор. На время скрою одно из моих стекол, и у нас остается только одно стекло. Но я изменил его материал и сделал как бы не стеклом, а таким теплоизолятором. Этот теплоизолятор представляет собой оба этих стекла и прослойку воздуха. У него теплопроводность такая, как у обоих этих стекол и у воздуха внутри. Такой элемент как бы представляет свою упрощенную модель стеклопакета. Холод проходит через него с такими же затруднениями, как через обычный стеклопакет, но при этом не происходит расчета воздуха между стекол. Он как бы создает идеальный вариант, потенциально возможный с этими стеклами, а не тот, который будет реально. Поэтому, когда нам нужен более точный результат, для того, чтобы просчитывались все взаимодействия стекла с воздухом и происходило достаточно правильное охлаждение и нагрев, нам нужно использовать правильную симуляцию, когда у нас действительно построен стеклопакет и происходит точный расчет теплопередачи. Поэтому в следующей симуляции я переделал вот такие вот нереалистичные стеклопакеты на более реалистичные, состоящие действительно из двух стекол, между которыми находится прослойка воздуха. Вот моя четвертая симуляция с измененным стеклопакетом. Разрежу мою квартиру чуть-чуть больше, прорезав ее до стеклопакета. Нажму ОК. И вот теперь вы здесь можете видеть, что мой стеклопакет состоит из двух стекол, между которыми у меня находится воздух. Прослойка из воздуха. Весь стеклопакет у меня 20 мм. Обычный тонкий стеклопакет, какой действительно стоит в этой квартире. Теперь посмотрим, изменилась ли температура потоков. Сначала посмотрим немного на гостиную. В гостиной вообще почти не произошло никаких изменений. Возможно, здесь стало чуточку похолоднее, но это довольно далеко от окон, так что вряд ли это из-за конвекции от них. Разница между моим прошлым стеклопакетом и этим оказалась минимальная. Но создавать стеклопакет таким образом правильнее, чем если бы я его создавал одним единым куском. Вот вид сверху на потоки во всех наших симуляциях, включая эту. А вот температура стен. Следующую симуляцию я решил сделать намного отличающуюся от этой. Я решил посмотреть, что будет, если увеличить толщину стен. Это я решил сделать для того, чтобы понять, насколько сильно влияет толщина стен на температуру в квартире. Мне стало интересно, как будет изменяться температура воздуха с утолщением стен. Поэтому я создал такую симуляцию. Вот эта симуляция. В этой симуляции я увеличил вдвое толщину моих стен. Включу анимацию. Здесь у меня горячий воздух циркулирует по гостиной и гораздо меньше охлаждается относительно прошлой симуляции. Поэтому температура в гостиной тоже поднялась. Раньше воздух, выходящий из кондиционера, становился холодным уже вот здесь. А в этой симуляции он остается теплым еще долгое время. С этой стороны гостиной холодные потоки отступили вот сюда, а этот поток здесь уже стал нагреваться гораздо быстрее. Посмотрим теперь на ситуацию в остальных комнатах. Вот уже теплый воздух при температуре 17 градусов выходит в эту маленькую комнатку. Здесь у него охлаждение происходит меньше гораздо. Здесь он уже теплый, так и крутится. Одна часть его входит в комнату моих родителей. Поднимаясь к потолку, он, конечно, охлаждается. Охлаждается он до 16 градусов здесь. 16-14. Опускается ниже и остается почти таким же, охлаждаясь лишь на полградуса на уровне кровати и на 2 градуса возле пола. До 13, а на полу до 10. А так, в основном здесь температура уже более комфортная. Все равно еще пока холодно, но комфортнее стало.
Холодные потоки здесь попадают в холл, закручиваются, охлаждая вот этот поток. Вторая часть же заходит в детскую. В детской она охлаждается до 16 на потолке, и от потолка опускается вниз. Над кроватью все равно пока что холодновато. Температура все-таки там 13 еще. Вот над самой кроватью. А выше температура у нас около 14-14,5 градусов. А в самом верху 16 и выше. С пола холодные потоки 10-градусной температуры и 11-градусной заходят в гостиную. В этой симуляции стало теплее в квартире в основном. Но в детской комнате и комнате родителей холодновато. Так что утолщение стен помогает, но недостаточно. Нужно еще включить какой-то отопительный прибор. В следующей симуляции установил один нагревательный прибор в комнату моих родителей. Изменение стен я убрал, поскольку это очень маловероятное изменение в квартире. Вот эта симуляция. В этой симуляции у меня здесь стоит обогреватель на 600 Вт. Вот он. И обогревает комнату моих родителей. Я подумал, будет ли его достаточно вместе с кондиционером для отопления квартиры. Посмотрим на потоки. В гостиной, по-моему, у меня ничего не изменилось. Может быть, чуть-чуть похолоднее стало, но это исключительно из-за вариации потоков. Потому что каждый раз у меня потоки идут чуть-чуть по-другому. Просто потому что каждый раз одного и того же потока в квартире быть не может. Вот так. Эти теплые потоки у нас идут в кондиционер, попадают в холл и там охлаждаются до 16 градусов из-за потока с пола. В детской комнате у нас холодновато, продолжает оставаться температура такая же, как и в прошлой симуляции, может быть чуть даже ниже. По полу вот эти холодные потоки вытекают в гостиную, охлаждая ее. Теперь посмотрим на комнату моих родителей. В комнате родителей, когда туда попадает воздух, протекая через дверь, он поднимается к самому потолку. Вот эти зеленые потоки поднимаются вверх вот сюда и становятся горячими из-за обогревателя. Вот этот обогреватель, из него выходит горячий поток, и он нагревает воздух. Этот воздух идет здесь и очень быстро, скажем, охлаждается. Здесь его температура уже падает до 19 градусов, дальше до 17 и ниже. Когда он уже достигает стен, становится температура 16 градусов. Это холодновато. Но уже 13 градусов здесь нет над кроватью. Стало теплее. Только вот на полу остались холодные потоки. Это еще не очень приятно. Но 16 градусов это уже неплохо. Правда, пока что этого еще недостаточно. Будет хорошо, если температура станет между 17 и 19 градусами над кроватью. А пока что будем считать это еще промежуточным результатом. Вот так. Это вид сверху на потоки в моей квартире. А это температура стен. Далее я решил включить мой обогреватель на режим 1200 Вт. На максимум его включить. И решил посмотреть, насколько станет теплее. Перейдем к этой симуляции. Вот эта симуляция. В гостиной температура примерно такая же, как и в прошлой симуляции. Изменения произошли очень маленькие. Но температура в холле поднялась. Стало теплее, примерно на 1,5 градуса поднялась. Здесь было 16 градусов, здесь 17,5 уже. Посмотрим на комнату моих родителей. Здесь на потолке температура уже за 20 градусов. Здесь жарко уже на потолке. Далее воздух опускается чуть ниже и охлаждается. На кровати температура около 19 градусов. Это уже тепло. Так что сейчас здесь комфортно находиться. Увеличить чуть-чуть температурный порог, чтобы посмотреть, какая же температура у нас вот здесь, допустим. Чуть пониже пущу. Так. Здесь температура около 22. Здесь почти 22.
Тут уже за 22. Очень тепло стало очень. Верну температурные значения к 20 градусам, как у меня во всех остальных симуляциях. И продолжим. Перейдем теперь к детской комнате. Здесь температура не поднялась. Если и поднялась, то на какие-то десятые доли градуса. Из-за поднятия температуры в комнате моих родителей температура в холле выросла. Но до гостиной эти изменения не дошли. В гостиной пока что так же, как и было в остальных симуляциях. Достаточно для проживания, но я бы сделал еще чуть-чуть потеплее. Вот вид сверху на эту симуляцию и температура стен. Далее я решил сделать еще одну симуляцию, в которой я решил усилить отопление детской. Я поставил туда один обогреватель на 800 Вт, плюс обогреватель в комнате моих родителей и кондиционер. Я решил посмотреть, сможет ли обогреть детскую обогреватель на 800 Вт. Вот эта симуляция. Здесь, как мы можем сразу же увидеть, температура в гостиной значительно выросла. Здесь уже стало 19-20 градусов температура воздуха. Это уже комфортно, вполне комфортно. При такой температуре уже можно спокойно здесь находиться. Здесь тепло. Все холодные потоки уже почти исчезли. Некоторые холодноватые проходят все-таки, но их уже очень мало. Здесь он вообще чуть-чуть совсем заходит. В холле у нас воздух уже довольно теплый, гораздо теплее, чем в прошлых симуляциях. Здесь начинает крутиться, обогревается вот этим потоком, выходящим из комнаты моих родителей, и заходит туда в основном. С этой стороны у нас воздух идет медленнее, чуть-чуть быстрее охлаждается. Но попадая в детскую комнату, нагревается сильно за счет обогревателя. В детской комнате у нас уже тепло. Здесь же температура 19 градусов, вот это. Чуть ниже, около 17. 17-18 градусов. Над кроватью, над самой кроватью 16 градусов. Но над слоем выше, где обычно лежат люди, температура около 18-17 градусов. В комнате моих родителей стало еще чуть-чуть теплее. Чуть-чуть увеличиваю температуру. Здесь больше даже 21 градуса. 22 установлю. Вот. Здесь 21 где-то с половиной градус над кроватью. Достаточно тепло. Верну значение к 20. Это моя точка отсчета для каждой симуляции. А потоки, которые у нас выходят из детской и комнаты родителей, они уже не так сильно охлаждают воздух, потому что они сами достаточно теплые. Вот такая у меня симуляция. Вот вид сверху на картины потоков и на температуру стен. А вот разница между нашими симуляциями. Между первой нашей симуляцией и последней вот этой симуляцией. Теперь можете видеть, насколько изменилась сильно температура в наших симуляциях. Вот такое исследование отопления квартиры я провел. Сейчас я именно эту систему использую для отопления моей квартиры в реальности. Так у нас в квартире достаточно тепло и уютно находиться. Это было видео, в котором я рассказал, как я отапливал свою квартиру. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео. С вами был Алекс Евтефеев.